Так что мы сегодня наконец-то вот в костюмах. Я давно хотел уже, чтобы мы вот, как-то посолиднее. Все-таки вон Димаш, ты видел, как постоянно одевается там и пиджак, там, и прическа, все дела. Димаш модник, он разбирается. А мы с тобой что, обычные парни, спортсмены. Ну вот у Димаша, например, рубашка, вот я думаю, что она бы мне пошла. У меня такое чувство, я бы себе хотел такую, как на премии. Да, рубашка классная. Ну ничего, сейчас же в Москву поедем. Купишь где-нибудь. Думаешь, вдруг он ее в зал закинет, как кожаную куртку? Да, чем не шутит. Ну ладно. Ну ладно, что мечтать-то? Давай начинать беседу. Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. В студии Иван Червинский. И Александр Карельский. Нихао, мои дорогие друзья. Ваня, это что-то новенькое, что случилось? А все дело в том, что вот этот выпуск, это наша сегодняшняя беседа, она появится и в китайском интернете. Она появится на Weibo. Ух ты! Поэтому передаю большой привет нашим друзьям из Китая. Ну, мы же обещали, что у нас скоро появится Weibo. Вот у нас теперь есть аккаунт Weibo. И все благодаря великолепной Сай-Сай. Ты помнишь певица? Конечно, которая выступала у нас на втором онлайн-концерте. Вот так вот. Сай-Сай, спасибо. Очень здорово. Все-таки удалось, Вань, прорваться нам Да, поднебесным. и там очень интересно. Прям А вообще. ты уже полистал, посмотрел вообще, там, знают о нас что-нибудь, не знают? Я себя там нашел, тебя, Саша, не нашел почему-то. Ты себя только искал, потому что... Ну, я искал эхо Петербурга и эхо Питера. Вот, и эхо Питера я нашел. Ну что ж, приятно, что и в Китае знают канал Эхо Петербурга. И там даже было 200 лайков под одним из видео. Давай перейдем к более серьезным новостям. Итак, предлагаю обсудить премию «Виктория», которая прошла в Москве 3 декабря. Трансляцию этой премии обещали 18 декабря. Но, как обычно, результаты уже известны, и результаты, к сожалению, неутешительные. Потому что, как бы нам ни хотелось, как бы мы ни мечтали, но Димашу в этом году не удалось взять номинацию, на которую он был выдвинут. А именно поп-композиция. Главная поп-композиция этого года — «Your Love». Ну, ничего страшного. Я думаю, что... Ну, допустим, что уже один раз же победа есть на премии «Виктория». Теперь надо дать дорогу молодым. Так там их нет, Вань. Где же их взять, молодых-то? Не, ну не по возрасту, а я имел в виду, что совсем по другим качествам. Потом ты видел фотографии с премии «Виктория»? Фотографии очень удачные получились. Вообще супер. И вот такой элегантный костюм, да? Так что я думаю, что премия «Виктория» там победа совсем не обязательно. Тем более, что уже победа была. Ну, а давай я тогда немножечко тебе и наших друзей просвещу на тему того, какие победы, кто победил вообще в номинациях. Значит, лучшая поп-артистка Полина Гагарина, лучший поп-артист Владимир Пресняков, это наш конкурент, которого выпуск об этом я делал. Лучшая поп-группа Little Big, лучшая рок-группа и артист Николай Носков. Поэт года Михаил Гуцериев. Вот ну, все-таки, да, получается, хоть кто-то из команды Димаша Канатовича получил премию. Но это нормально, получается, каждый год вот по одной премии. Может быть, на следующей премии и Игорь Крутой получит, или Игорь Николаев. Кстати, да, и есть за что. Мы обсудим эту новость чуть позже. А сейчас хочу сказать, что, разумеется, мы не будем отчаиваться, потому что впереди у нас еще много побед, много наград, тем более, Вань, фантастическая новость, вот буквально появилась сегодня с утра, о том, что казахстанский фильм «Улы дала зары. Плач Великой степи» выдвинут на главную кинопремию года. Это «Оскар» в Голливуде. И есть сведения, как сообщает Тенгри Ньюс, о том, что сейчас ведутся переговоры о том, чтобы Димаш исполнил саундтрек к этому фильму. Вроде как родители дали предварительное согласие. Продюсерский центр Димаш Али уже предварительное согласие высказал, правильно?
Да, а сам фильм уже попал в лонг-лист. Ну что делать? Я думаю, что каждый режиссер сейчас хочет, чтобы Димаш Канатович исполнил саундтрек к этому фильму. И мы даже, помнишь, говорили о том, что вдруг к третьему «Аватару» песня «Over Here» готовится. Было бы неплохо. Может же быть такое, что сразу 2 Оскара? Или там как? Я на самом деле не знаю, надо разбираться, но если, например, категория лучший Оскар за лучший саундтрек, там же может быть 2 номинанта и оба Димаш Канатович. То есть один за «Аватар 3» и другой вот за фильм казахстанский. Я думаю, что если спросить наших друзей, то Стой, они подожди, готовы... а есть же еще Creator the Past. То есть может быть 3 фильма, но надо изучить, может быть, действительно я в правилах не сильно разбираюсь. Я думаю, что если спросить наших друзей, то они готовы отдать все награды, все Оскары, все Грэмми, все Виктории только одному Димашу Кудайбергену, поэтому где бы он сейчас не выступил, мне кажется, и фильм успех, и композиция успех, и поэтому мы можем только пожелать Димашу удачи и поменьше кочек на его жизненном пути. Я слышал, что в 2021 году вообще кочек не планируется. Было бы неплохо. Один ровный хайвей. Стиль. Слушай, ну, раз уж мы затронули тему Нового года, то и Игорь Яковлевич, и Димаш Кудайберген выполнили свое обещание. Вот нам подарочек-то под Новый год приготовили. Прозвучал фрагмент новой песни. Благодаря Игорю Яковлевичу «Я скучаю по тебе». Но еще неизвестно, когда ждать самой премьеры. Вот это вот немного расстраивает. Получается, что Новый год будем ждать. Хотя есть информация, нам в комментарии написали, что будет 6 декабря премьера песни. Ага. То есть не обязательно будет... Ну, в общем, подарок, который нам приготовили на Новый год, возможно, можно будет посмотреть чуть-чуть заранее. Собственно, вот этот фрагмент, который наверняка уже все слышали, прозвучал во время съемок «Голубого огонька». Это традиционная передача, и многие начали писать: теперь наконец-то есть повод посмотреть эту передачу вновь. Ну что же, друзья, да, мы тоже, я думаю, под Новый год обязательно посмотрим. А сейчас хочу рассказать... Мы тоже будем готовить, наверное, сюрприз, да, на Новый год? Ну, хотелось бы, люди вроде как готовы к 3-му онлайн-концерту. Друзья, в планах у нас есть кое-что, что мы хотим вам подарить тоже на Новый год, но пока не будем, да? Не будем открывать карты. Тем более, еще одна важная новость прозвучала о том, что сам Димаш решил выступить в онлайн-концерте для всего мира. И уже дата пока неизвестна, но рекламный ролик о том, что концерт состоится, уже выпущен. А я посмотрел, как сейчас проводят онлайн-концерты. Звук шикарный. Ну, зависит, конечно, от того, на чем слушать, но вот через наушники, самые обычные, вообще просто. Получается, что если мы, Вань, посетим онлайн-концерт Димаша, возьмем все лучшие там технологии, да, и внедрим в наш онлайн-концерт, то велика вероятность, что зрителей и на нашем концерте станет больше. Я тебе скажу так примерно. Сейчас команда, которая занимается онлайн-концертом Димаша, в ней 140 человек. В нашей команде 3. Вот. И тоже можно еще вот немного соизмерить бюджет продюсерского центра Алга Петербург и бюджет продюсерского центра Димаш Али. Но наш концерт, у него совсем другая функция, он намного проще. У нас просто вот как собираются люди где-нибудь на кухне, например, берут гитару и вот поют. И все это они делают только потому, что они вдохновлены творчеством Димаша Кудайбергена. Так что я уверен, что это будет очень крутое качество. Звук, картинка, все будет на высочайшем уровне. И я думаю, что вот я даже не знаю, сколько будет стоить билет, но я думаю, что будет очень огромное количество желающих посетить вот такое мероприятие. Тем более, что туда можно будет попасть из любой точки мира.
Это То есть очень интересно. и наши друзья латиноамериканцы наконец-то, получается, получат То есть в концерт. их жизни концерт случится, Да, может случиться да. раньше, чем мы планировали. И не нужно будет думать о том, чтобы, например, там из Казахстана купить билет в Нью-Йорк и слетать. Все будет немного проще, и я практически уверен, что получится передать атмосферу живого концерта. Очень интересно. Я прям жду с нетерпением, когда объявят дату этого концерта. Кстати, как ты думаешь, он будет перед Новым годом или после Нового года? Я не знаю. Наверное, после. В общем, Может быть на 14 февраля. Друзья, напишите в комментариях, как вы думаете, какого числа должен состояться первый онлайн-концерт Димаша Кудайбергена. Ну а мы, Вань, сейчас заканчиваем беседу и собираемся ехать в Москву, потому что нас ждет тоже чудесное мероприятие, которое называется «Песня года». Ты готов? Да. И я думаю, что об этом мы будем вести несколько репортажей. Будет у нас и прямые эфиры, будут прямые эфиры в Инстаграм. Поэтому, друзья, не забудьте подписаться на наш Инстаграм. Ну а сегодня, знаешь, что нас еще ждет? Когда мы будем ехать в поезде, нас ждет ночное голосование. Да, друзья, поэтому не отлынивайте. Сегодня будем ждать всех вас во время прямой трансляции на канале MTV. Request Димаш не забываем оставлять, и очень надеемся увидеть, Вань, долгожданное интервью с Кевином Кенни, потому что когда как не сейчас. Да, друзья, очень много интересного. Эти выходные будут прям супер активными, супер интересными. Очень насыщенная неделька выдалась, новостей такое количество, что даже не успеваем следить. Но Да. А мы, друзья, постараемся вам все рассказать в подробностях. и привести отличные кадры с премии «Песня года». Спасибо за эту беседу. До свидания. Следите за нашими новостями. Инстаграм, Телеграм и Ютуб канал. Всем пока. Пока.